Всем привет! Это второй урок по лепке, и сегодня мы разберем, как лепить руку полностью. То есть от запястья до плеча, и узнаем, какие пропорции должны быть. Потому что это, наверное, основная ошибка всех новичков. Да и что уж тут говорить, я и сам этого не знал, пока вот не сел записывать этот урок. Но для начала вспомним, что у нас там было в первом видео, где я показывал, как лепить кисть. Мне подписчики показывали, что они слепили, и в принципе, да, все в той или иной мере справились. Но также у всех были и одинаковые ошибки, и сейчас я попробую про них немного рассказать и объяснить некоторые нюансы. Итак, я тут слепил кисть именно с теми ошибками, которые все и допустили. И сейчас покажу, что да как. А ты смотри и мотай на ус. Первое — это пальцы. Самая первая фаланга, то есть фаланга с ногтями, должна немного сужаться к своей вершине. Те пальцы, которые я видел, там были скорее пеньки или обрубки. Как это исправить? Просто сужаем первую фалангу, и где у нас ноготь, немного сплющиваем эту поверхность. То есть где у нас подушечка пальца, там окружность, а сверху, где ноготь, там поверхность более плоская. Ну вот сбоку отлично видно, что я имею в виду. Так что сужаем все пальцы, не сильно, но чтобы все-таки это было заметно. И переходим ко второй ошибке. Согнутые пальцы не будут выглядеть как грабли, да они в жизни так даже и не согнутся. А кто внимательно смотрел видео, тот помнит, что я говорил, что все пальцы должны быть немного изогнуты к центру. И это не просто так. Когда палец сгибается, то своим ногтем он начинает смотреть в центр ладони. И, как правило, суставы фаланг сгибаются под разными углами. То есть во время какого-то жеста палец сгибается в основном у своего основания и посередине, а самая первая фаланга с ногтем всегда будет почти в прямом положении. И повторяю, все они немного повернуты и смотрят в середину ладони. Третья ошибка — это полностью игнорирование большого пальца. И если его как-то изгибают, то делают это совершенно неправильно. А следует это делать так. Нужно взять его за всю вот эту мясистую часть, за его все основание и привести вовнутрь ладони. И вуаля, кисть становится более объемной. А всего-то надо было правильно согнуть пальцы. В сотый раз повторяю, смотрите академические рисунки, там все очень наглядно и понятно изображено. С пальцами, надеюсь, более-менее разобрались. Теперь следующая ошибка. Ширина запястья и ладони. Я об этом в уроке не говорил, потому что упустил этот момент, да еще вдобавок сам не знал. Ну так вот, как правило, запястье шириной примерно такое же, как и расстояние от пястных косточек мизинца и указательного пальца. Каких-то точных правил я тут не нашел, так что приблизительно буду исходить от этой величины. Берем прямо от середины косточки и проводим ровно вниз. И плюс-минус это расстояние и будет равно ширине запястья. И остается последняя ошибка. Добрать толщину самой ладони. Почему-то у многих со стороны мизинца вот эта внешняя часть, она как будто обгрызанная. Так что делаем ее потолще и не забываем, если большой палец приведен вовнутрь, то там тоже надо добавить массы. И на мозолистой части ладони тоже не помешает немножко добрать, немного складок и объема.
Еще есть такой маленький нюанс. Ну, это уже если ты полностью разобрался в общем построении кисти и начинаешь обращать внимание на какие-то мелочи. Вот в этом месте присутствует маленький бугорочек. Эта мышца отвечает за движение большого пальца и позволяет нам его приводить к указательному, делать такой щипок. А еще если ты очень внимателен, то, может быть, замечал, что у пожилых людей или больных в этом месте присутствует характерный провал. Все из-за того, что с возрастом или из-за болезни некоторые мышцы сильно теряют свой объем или же вообще атрофируются. Так что все немножко подправляем, что-то где-то подгибаем, как нам нравится, немножко добираем объема там, где его не хватает, и в принципе все готово. Форма есть, жест есть, и все выглядит более-менее естественно. Итак, пока я повторяю все то же самое, но с другой кистью, отвечу на вопросы, которые мне задавали под прошлым уроком. Там в основном спрашивали, как слепить лицо, голову, туловище, глаза, рот, нос и все в этом роде. Так вот, я же говорил, что уроки такие будут по каждой части тела, абсолютно по каждой. После того, как я разберу руку, я, наверное, уже начну разбирать и эту самую голову. Но ее придется разбить на несколько видео, потому что за один раз уж точно ничего не рассказать. Также спрашивали, как лепить волосы и складки на одежде. Ну, с волосами все понятно, они будут идти вместе с головой. А вот что насчет складок одежды уже не знаю, так как я сам не умею их делать и до конца не понимаю всю их природу. Ну, может, когда сам во всем разберусь, то что-нибудь да запишу на эту тему. А пока нет, ничего не знаю, и зачем вам рассказывать то, в чем я сам пока не разбираюсь. А, кстати, я же там что-то вроде говорил по поводу исходников. Так вот, я решил все заливать на второй канал. Это тоже можно расценивать как урок по лепке, так что ссылка на него есть в описании. Это будет своего рода склад с дополнительными материалами. Переходите, смотрите, а может быть даже и подписывайтесь. Но сначала досмотрите это видео до конца. Итак, давайте уже наконец начнем этот урок. Я его разделил на две части. В этом видео будет основная форма руки, немного анатомии, чтобы понимать, где какие мышцы расположены и за что они отвечают. В общем, только внешний вид руки. А во втором видео я уже расскажу о том, как этой самой руке придать движение, жест, как при этом изменяются мышцы, где они сокращаются, как выгибается сустав при определенном моменте. И как смогу, покажу женскую руку, с которой были проблемы, потому что меня всегда тянет добавить вот именно этой мышечной толщины, сделать крупные суставы, а в женской руке там все настолько утонченное, что для меня это непривычно. Но надо как-то себя учить, это избегать. Но об этом поговорим уже в другом видео. Итак, поехали. Много чего я обрыскал, прочитал, но нигде нет точных правил по пропорции руки. С кистью было все намного понятнее. Средний палец равен длине ладони, середина ладони равна середине большого пальца, и все так идет дальше по нарастающей. А в этот раз ничего такого нет. Я, конечно же, проявил смекалку, налепил от себятины, а истина будет где-то посередине. Чтобы узнать пропорции руки, мы, по идее, сначала что лепим? Правильно, туловище. Вот условно наше туловище, ребра, таз, и где-то в этом месте должен быть пупок. Теперь нам надо узнать длину плечевой кости. И тут ничего не остается, как просто на глаз приложить руку к туловищу и чуть выше пупка, примерно в этом месте, и будет находиться наш локоть. Можете сами подойти к зеркалу и прикинуть. Но надо еще учитывать такой важный момент. Высокие люди с длинными конечностями всегда будут смотреться более эстетичнее и выигрышнее. Так что берем с запасом. Итак, выяснив длину плечевой кости, теперь узнаем и все остальные величины.
что, собственно, я тоже как-то сам сидел и выдумал. Потому что, нет никакой точной информации, и вот я сидел с линеечкой, мерил, высчитывал и пришел к такому выводу. Из плечевой части, там где у нас бицепс и трицепс, делаем такой прямоугольный батончик нашей условной какой-то длины, которую мы выяснили ранее. После чего делаем второй такой же батончик, но он будет примерно на 1/10 короче. Это будет наше предплечье. Затем делаем третий батончик, он будет равен ровно половине плечевой кости. Это будет наша кисть в распрямленном состоянии. Ну а теперь все соединяем так, как это на видео. В итоге должна получиться такая заготовка руки в развернутом состоянии, то есть ладонь будет смотреть вперед, а локоть назад. За какие-либо движения предплечья отвечают две косточки. Локтевая кость, она идет со стороны мизинца, и лучевая кость, которая в свою очередь идет уже со стороны большого пальца. И когда наша кисть поворачивается либо вовнутрь, либо наружу, то локтевая остается на месте, она может сгибаться только в локте, то есть приводить запястье к плечу по своей оси она уже не крутится. А вот за поворот предплечья как раз отвечает лучевая кость, и она как бы закручивается вокруг локтевой. И провернув вот такую штуку, как я показываю в видео, теперь нам легче наметить, где будет локоть и локтевую кость. А вот как раз та самая косточка у запястья, про которую я частенько говорил. На этом этапе должно получиться что-то подобное. Теперь разворачиваем ее обратно в исходное положение и начинаем облепливать мясом. Рука будет довольно мускулистая, мне так легче показывать, что, где и как будет выглядеть. Я начал с плечелучевой мышцы. Понятно, почему она так называется, потому что крепится к лучевой кости и плечевой. Далее идут сразу несколько мышц, но визуально все это смотрится как одно единое. Они крепятся чуть ниже локтя и идут к запястью. С помощью этих мышц наша кисть может сгибаться, поворачиваться, пальцы сжиматься в кулак и так далее. Вся эта мелкая моторика. Может, я где-то и буду ошибаться, но в общих чертах все это выглядит именно так. С внутренней частью предплечья пока все. Теперь внешняя сторона. От самого локтя до запястья, уже с другой стороны, конечно, идут длинные мышцы, благодаря которым наша кисть может подниматься наверх, а пальцы разгибаться и оттопыриваться назад. Я потом залью на другой канал полное видео, где всю лепку можно будет разглядеть получше. А пока я только показываю в основном, как оно все должно выглядеть. Потому что большую часть видео я в основном все только разглаживаю пальцами и подправляю какие-то моменты. Итак, теперь чуть ниже большого пальца сверху идет такой небольшой бугорок. Эта мышца отвечает за отведение большого пальца назад. При повороте предплечья вовнутрь должна получаться такая картинка. Если все сделано правильно, то в принципе даже ничего не надо подправлять. Вся форма получается и ложится сама собой. Следующий важный момент. Наша рука, если ее выпрямить, она не будет прямой, а как бы немного отходить в сторону. В строении тела вообще нет ни одной прямой части.
все так или иначе изгибается и идет под каким-то углом. Но даже вспомнить те же самые пальцы в начале видео. Разве хоть один из них смотрит прямо? Нет. Они расположены в своей плоскости и сгибаются так, как это было задумано природой для лучшей биомеханики. Чтобы удобнее было схватиться, поднять какой-то предмет, что-то держать, ну и все в этом роде. Далее у нас задняя поверхность плечевой кости, а там у нас трицепс. Начиная с внутренней головки. Ее пик будет приходиться на середину костей, примерно. Вообще у всех строение мышц разное, вернее не строение, а их форма. У кого-то мышечное брюшко короткое, а сухожилие длинное, или же наоборот. Трицепс по своей форме похож на подкову и охватывает кость сзади. Внешняя головка обычно меньше, чем внутренняя и похожа на запятую. Теперь надо немного подправить локтевой сустав, показать, что он все-таки тут есть, и небольшое дополнение к внутренней головке трицепса. Все-таки не зря трицепс называется трицепсом, потому что он состоит из трех мышечных брюшек. Внешняя часть и внутренняя, где одна головка проходит под другой. Ну, примерно все должно выглядеть вот так. Далее идет так всеми любимый бицепс. Сама по себе это небольшая мышца, и по идее бицепс должен быть в 2 раза меньше трицепса. Хотя очень многие любят налепить вместо него огромную такую плямбу. В расслабленном виде бицепс выглядит как такой небольшой батончик, который к низу немного уходит в бок, к внутренней части локтя. Сверху он, конечно же, не идет до самого конца, а заканчивается длинным сухожилием и крепится к головке плечевой кости, где уже сверху ложатся мышцы плеча. И вот, казалось бы, бицепс готов, трицепс тоже, но чего-то не хватает, есть какая-то пустота. Дело в том, что бицепс не лежит на кости просто так, а под ним проходит еще одна мышца. И она как раз заполняет эту пустоту сбоку. Вот сколько я видел работ подписчиков, да и не только в интернете тоже вполне такого, очень мало кто берет это во внимание, что сбоку присутствует вот такая небольшая, но очень важная деталь. У всех просто огромный бицепс и практически все. Такая тоненькая палочка с огромной булкой на ней. И выглядит это, мягко говоря, неправильно и некрасиво. Такс, ну и финал. Плечо. Оно состоит из 3 головок. Передняя, не очень большая часть, средняя, самая крупная головка и задняя, по своему размеру приблизительно такая же, как и передняя. Потом, когда буду делать туловище, уже объясню поподробнее, как плечи переплетаются с лопаткой, с трапециевидной мышцей и грудной. И будет более понятная картина. Ну, а пока так. Итак, я немного за кадром все разгладил пальцами и проработал кисть, чтобы в глаза не бросалось и был общий полноценный вид. И вот что вышло. Возможно, рука кажется коротковатой, но это из-за толстых суставов. Итак, еще раз повторяю детали, на которые нужно обратить внимание, и я эти участки буду обводить. А за вами же остается только внимательно смотреть, запоминать и учитывать что да как. Рука должна быть объемная со всех сторон. Нет ни одного однородного и прямого участка. Хотите изобразить мощную мускулистую руку, тогда забудьте о гигантском бицепсе. Тут скорее надо больше уделить внимание предплечью. После чего я бы, наверное, отметил трицепс, потому что основной объем руки создает именно он. Затем плечевая мышца, которая находится между бицепсом и трицепсом. Ну а в конце можно немножечко уделить внимание и малюсенькому бицепсу.
Плечо тоже немаловажная штука, но про него я больше расскажу, когда буду делать торс. Там плечи как раз задействованы очень хорошо. Ну и тут можно тоже все неплохо рассмотреть. С первой частью видео все. Пока разбирайтесь с этой информацией, а чуть позже я залью продолжение. Ну и не забывайте поглядывать в описание под видео. Там есть ссылки на группу, где, кстати, есть учебники по анатомии, ссылка на пластилин, из которого я леплю. Также есть ссылка на второй канал, куда я теперь буду заливать все исходники и дополнительные материалы. И, наверное, все. Вроде ничего не забыл. Да, учитесь лепить, учите анатомию. Всем липунам творческих успехов. Спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Услышимся во второй части урока.